Меня давно не было на канале, и сегодня я расскажу, что случилось, а также поделюсь с вами своими мыслями о том, зачем учить русский язык в 2023 году. Вы на канале I Love Russian. Меня зовут Даша, я преподаю русский язык иностранцам. Здесь вы можете найти бесплатные уроки, видео о культуре России, советы по изучению русского языка. Ну что, поехали! Два месяца назад я и мои родные сильно заболели. У нас была высокая температура несколько дней, сильный кашель, ужасный насморк. У меня даже пропал голос, наверное, на 1-2 недели. Потом, после болезни, оставалось совсем немного времени до Нового года, поэтому дома было много предпраздничной суеты. А затем наступил сам Новый год. Мне кажется, это один из самых любимых праздников в России. Кстати, Рождество в России отмечают 7 января. Это тоже важный праздник, но мне кажется, что для большинства русских все-таки Новый год стоит на первом месте. И в каникулы я обычно много думаю, пишу итоги года и какие-то свои новые планы. 2022 год был очень тяжелым. Я принципиально не говорю на своем канале о политике, и это видео не будет исключением. Я просто хочу поделиться своими мыслями о значении русского языка в моей жизни и в мире сегодня. Я знаю, что многие иностранцы перестали изучать русский язык в 2022 году. Кто-то говорит, что русский — это язык террористов. Кто-то говорит, что русский — это очень бедный язык. Я могу понять чувства всех этих людей, но для меня язык, любой язык, нельзя рассматривать с этих точек зрения. На мой взгляд, язык больше, чем политика. Люди, которые живут в любой стране, важнее, чем политика. А рассуждать о бедности или богатстве языка значит рассуждать о бедности и богатстве мышления людей, которые говорят на этом языке. А для меня это совсем неприемлемо. Что такое русский язык для меня? Во-первых, может быть, кому-то это покажется странным, но это язык моей бабушки. Каждое лето раньше мои родители отправляли меня в деревню к ней жить на некоторое время. И бабушка учила меня петь русские народные песни, которые она знала. И вот как раз таких песен, такого русского языка я не слышала уже очень много лет. Снег, снежок, белая метелица, говорит, что любит, только мне не верится. Во-вторых, русский язык для меня – это язык, на котором написаны мои любимые произведения Достоевского, Чехова, Лермонтова, Есенина, Цветаевой и других поэтов и писателей. В-третьих, конечно, русский язык для меня – это язык, на котором я говорю, на котором я общаюсь не только с русскими, но и с представителями других народов. Кстати, уникальность русского языка состоит в том, что он вбирает в себя много иностранного, но остается собой. Если вы учите русский язык, я думаю, что вы уже заметили, что в вашем родном языке и в нем есть что-то общее. Так зачем учить русский язык в 2023 году? Давайте сначала я приведу какие-то сухие факты, а потом мы с вами поговорим о более реальных целях. Итак, на русском языке говорит 257 миллионов человек в мире. Его знают не только в странах бывшего Советского Союза, но и в странах Восточной Европы, в Германии, в Северной Америке. Русский язык один из официальных языков ООН наравне с английским, испанским,
китайским, арабским и французским. В 2022 году он также стал официальным языком FIFA, что, если честно, меня очень удивило и порадовало в то же время. На Международной космической станции космонавты говорят по-английски и по-русски. Все это говорит нам о том, что значение русского языка в мире все еще велико. Зачем же еще изучать русский язык? Если вы увлекаетесь изучением иностранных языков, если вас не пугают трудности, если вы верите в то, что интереснее всего как раз там, где бывает трудно, то выбрать русский язык для изучения – хорошая идея. Я думаю, что в других странах о России и о русских существует очень много стереотипов. Например, кто-то говорит, что русские очень воинственный народ. Кто-то думает, что мы закрытые, угрюмые люди. Кто-то считает, что Россия – это очень бедная страна, в которой живут только люди, страдающие алкоголизмом. Я думаю, что после 2022 года стереотипов будет еще больше. И если любопытство – это ваша черта характера, я думаю, вам будет интересно начать изучать русский язык для того, чтобы понять, есть ли во всех этих ярлыках какая-то правда. Если вы любите русскую культуру, а именно литературу, живопись, балет, театр, то язык поможет вам лучше ее понять. Я знаю иностранцев, которые изучают русский язык, чтобы переводить стихи наших поэтов. Есть знакомые, которые хотят читать Достоевского в оригинале. Меня очень вдохновляет такое трепетное отношение к русской культуре. Начать изучать русский язык в 2023 году можно еще и потому, что получить высшее образование в России для иностранцев дешевле, чем в других странах, например, в странах Европы и США. Если вы уже учите русский язык, но последние события заставляют вас сомневаться в том, стоит ли продолжить обучение, то я советую вам ответить на следующие вопросы. Почему я начал или начала изучать русский язык? Нравилось ли мне узнавать новое о русском языке и России? Какие они, русские, которых я знаю? Что мне дало изучение русского языка? Я думаю, ответы на эти вопросы помогут вам понять, стоит ли продолжать изучать русский язык. Это мое первое видео на канале в этом году. Я планирую выпускать регулярно новые ролики о грамматике русского языка, о культуре России и жизни в моей стране. Особенно сейчас мне хочется больше делиться своими знаниями, чтобы у людей возникали не только негативные ассоциации со словом «русский». Всех люблю, пока-пока!